Кто вы такой? Я? Прямо сейчас в интернете есть куча игровых лаунчеров и торговых площадок, некоторые из которых существуют лишь потому, что у них есть популярные игрухи. И они хотят максимизировать свою прибыль, не прибегая к помощи сторонних площадок. Одна из них даже раздает по 2 бесплатные игры каждую неделю, чтобы привлечь игроков. И все это происходит в то время, когда Steam'у достаточно оставаться на месте, чтобы быть номером 1. Но на самом деле им не так просто оставаться на плаву, как вам кажется. Несмотря на то, что Steam'у скоро 21 год, его постоянно пытаются нагнуть раком все крупные игровые площадки, его ежемесячная аудитория по-прежнему остается самой крупной в мире — 132 миллиона человек в месяц. Но когда Steam только запустили, все было по-другому. В начале 2000-х Valve столкнулись с серьезной проблемой обновления своих игр, например CS. Проблема была не в том, чтобы сделать обнову для нее, как вы подумали, а в том, чтобы заставить своих игроков установить эту самую обнову. Раньше этот процесс был очень утомителен. Игрокам приходилось вручную скачивать обновления с сайта и переносить файлы в папку с игрой, прежде чем получить новую обнову. И после парочки лет страданий 12 сентября 2003 года дядюшка Гейб наконец-то выпустил долгожданный Steam. Теперь, работяга, тебе не нужно было о чем-то думать, кроме того, чтобы просто нажать на кнопку обновить. Теперь лаунчер Steam делал всю работу за тебя. После этого Steam продолжил радовать пользователей, загружая новые игры Valve на платформу, гарантируя безопасность и своевременные обновы для них. Но вы скажете, кто вообще скачивал их игры? Они реально были кому-то нужны? Да уж, сейчас может показаться, что их игры были скучными. Однако тогда игры Valve были настоящим прорывом и революцией благодаря уникальному движку, физике и оптимизации. Кстати, Valve до сих пор поддерживает свои игры, обновляя даже те, что вышли 20 лет назад, с помощью этой функции, ради которой они вообще создали Steam. И мне бы очень хотелось, чтобы все разрабы повторяли за ними, ведь очень грустно иногда смотреть за разложением очередной игры под весом эволюции компьютера. При этом, несмотря на недооптимизацию, эти игры могут сохранять высокую стоимость, что, по-моему, вообще странно как-то, не? Оптимизируйте, блин, сначала, а потом загибайте ценник. Но если опустить это, Steam продолжает расти и процветать с начала 2000-х, постоянно получая все больше игр от разных разрабов. И к 2012 году Steam стал лидером продаж среди компьютерных игр, на долю которого пришлось аж 75% продаж ПК-игр на рынке. Эти цифры просто взрыв мозга. Но есть и нюанс. Steam брал и продолжает забирать 30% из кармана разработчиков за продажу их игр. Например, если вы заплатите за игру 5000 рублей, то разработчик получит лишь 3500 из них. Хорошо это или плохо сказать трудно, потому что это базовая цена для этой отрасли. Например, интернет-магазины PlayStation и Xbox также забирают 30% у разрабов, как и другие акулы рынка, например, Nintendo или GameStop. Так делают практически все сервисы, кроме Epic Games Store. Но у них не все так круто, как кажется. Давайте по факту. Steam очень удобен, и я не про кучу игр в магазине, в отличие от Epic Game, а про тот же оверлей, который можно использовать прямо во время игры. То есть в Steam мне открывается дохера функций просто благодаря тому, что я могу нажать Shift плюс Tab. В отличие от эпиков, я могу открыть видеоинструкцию о персонаже, за которого играю, не выходя из игры. Могу вручную настроить каждую кнопочку на геймпаде, а могу вообще найти руководство по игре, чтобы быстрее ее пройти, если я сам так захочу. И хотя Steam'у скоро 21 год, за это время там скопилась сильнейшая фанатская база олдов, которые никуда не уходили и остались там. А благодаря ним и сформированный центр сообщества с обсуждениями, благодаря которым вы сможете исправить ошибку, с которой столкнулись в любой игре. Ведь вы наверняка не первый, кто столкнулся с ней, и поэтому 100 пудов найдете ответ. В этих обсуждениях еще можно и тиммейта для игры, кстати, найти. Хотя, если ты из Рашки, вряд ли. Вернее, хер тебе. Если вы хотите узнать об игре перед тем, как купить ее, то вам помогут обзоры на нее с детальным изложением, которые иногда похожи на рукописи Пушкина с детальным и поэтичным изложением всех плюсов и минусов. Тогда как на Epic Games Store этого просто нет. Серьезно, вы заходите в их магазин и видите лишь оценку по 5-бальной шкале. Но как можно сделать вывод об игре, увидев 4 балла, скажите мне? Я не понимаю. Игры куда сложнее, чем 5-бальная система, как минимум потому, что там есть сюжет, атмосфера игры и, конечно, ее оптимизация. Поэтому нельзя просто взять и поставить игре 2 или 5.
Но перед тем как продолжить, позвольте отвлечь вас на парочку секунд и получить за это бонус. А именно ключ от игры в Steam, который вы можете получить от меня. В моем новом боте Farsh Case проходит летняя раздача Steam игр, но об этом знают вообще не все. Поэтому успевай. Переходи по ссылочке в описании и получай свою игру. Steam также поощряет креативность и персонализацию профиля. Например, если вы получите супер редкое достижение в игре, то сможете показать его в своем профиле. Или если сделаете прикольный скриншот, то с легкостью можете загрузить его на свою стену. А некоторые игры вовсе предлагают эксклюзивный фон и аву за бонусы, тем самым мотивируя вас играть в их игру. Круто, что в Steam есть магазин для каждой игры, в котором вы можете продать ненужную вещь и получить лишнюю копейку. Тогда как, зайдя в Epic Games, чтобы посмотреть инвентарь друга, вы найдете только уникальное ничего. Серьезно, вы увидите только его имя. Steam же дает нам почувствовать себя так, как мы хотим, и раскрыть свою индивидуальность через профиль. В то же время PlayStation Store нужно заплатить, чтобы сменить свое имя. Или Nintendo, где в профиле невозможно что-то изменить после регистрации. Так что да, Steam по праву лучшая платформа для кастомизации. Но несмотря на то, что Steam так хорош, он явно проигрывает в условиях для разрабов. Поэтому многие АА-студии ушли из Steam и стали выпускать игры через эпиков или даже создали собственные лаунчеры. Например, перед выпуском Tom Clancy The Division 2 от Ubisoft, они объявили, что не будут выпускать его в Steam, а выпустят его только в Epic Game. Или Electronic Arts, которые долго не загружали свои игры в Steam, но не потому что эпики лучше, а потому что они долго стремились к микротранзакциям и не хотели, чтобы Valve забирали 30% от каждой продажи. В общем, когда-то давно эти компании не загружали свои игры в Steam, но если вы сейчас зайдете в Steam, то найдете там почти все их игры. Почему так? Да все просто. Однажды Call of Duty 2019 года вместо того, чтобы выйти в Steam, вышла в battle.net. И за первые 54 дня продаж собрала $1 миллиард. Однако Call of Duty 2022 года собрала ту же самую сумму всего за 10 дней после выхода в Steam. В общем, тренд уже было не остановить, и вот уже 5 лет эксклюзивы PlayStation, которые никогда не выходили на ПК, теперь появились в Steam, как и Xbox, которые выпустили почти все свои игры на ПК. Ну а чё, цифры говорят за себя. Разработчики зарабатывают куда больше со Steam, несмотря на маленькую комиссию от эпиков. Куда и вперлась эта маленькая комиссия, если заработок со Steam все равно превысит все их ожидания? Steam популярен среди потребителей, и тем самым он оправдывает цену, которую берет с разрабов. Недавно я наткнулся на набор с играми Valve со скидками, которые они периодически устраивают. Они могут не делать этого, но если вы давно пользуетесь Steam, то знаете, что тут так заведено. И раз в 2 месяца в Steam проходят дни открытых дверей, когда вы можете ухватить интересную вам игруху по скидочке. Steam щедры, ведь их игры стоят по $2, а на свой юбилей они вообще раздавали их бесплатно. Еще Steam запретили игры, в которых обязательно нужно было смотреть рекламу, чтобы пройти дальше. Это работало как в некоторых играх на телефоне, например, Яндекс игры все сейчас так работают, и это ужасно. Valve легко могли забирать 30% с доходов этой рекламы, но они выбрали запретить это, потому что их писюнчикам и грунчикам это будет доставлять дискомфорт. Поэтому, хоть Steam и забирает 30% у разрабов, я рад, что из всех других магазинов именно они смогли стать лучшими. И именно они задают стандарты для рынка игр. Представьте, каким бы мог быть рынок, если бы Nintendo вырвались с лидеры. К слову, они никогда не устраивают распродажи, и даже напротив, если вы хотите играть в их старые игры, то должны оплачивать ежемесячную плату. Представьте, что такая компания станет владельцем крупнейшего в мире цифрового магазина игр. Наша задротская жизнь обстояла бы по-другому, потому что тот, кто стоит на вершине, влияет на всех. Успех Steam, конечно же, стоит и за командой Valve, поэтому они набирают свою команду по уникальному. У них нет стажировок или младших должностей, они нанимают только профи, которые показали себя в своей области. Это делается для того, чтобы каждый сотрудник мог выбрать то, в чем он лучше, и решить эту задачу после общего сбора. Вы же не думаете, что успех Half-Life в начале 2000-х был случайен? Игрой занимались мастера, которые знали все, чтобы сделать игру насыщенной и индивидуальной. Сделать его настоящим шутером с уклоном на физику.
поэтому она стрельнула. Кстати, в отличие от других компаний, Valve самая независящая от акционеров компания, что значит, что она не принимает деньги в виде акций для Steam и обслуживания его серверов. Все ее финансы крутятся внутри, а единственными ее акционерами являются члены команды, что дает каждому из них повод для гордости и желания давать обратно. Именно поэтому каждый из них хочет, чтобы Steam оставался лучшим и рос. Но вы поняли, оценив труд тех, кто реально знает, что делает по достоинству, и создав условия для этого, ты получишь невероятный результат. Это то, чем выделились Valve. Мой любимый пример, который подтверждает это, случился в 2004 году с членом команды Эриком, которому диагностировали язву. Он подумал, что из-за этого ему придется уйти из компании, однако, поговорив об этом с Гейбом, он не только получил оплачиваемый отпуск на все время болезни, но и Гейб оставил за ним место в компании при условии, что тот выздоровеет и вылечится. Цитирую Гейба дословно: «Сейчас твоя работа поправится, так что иди домой к жене и возвращайся, когда станет лучше». Такая щедрость в большой компании, которая финансируется сама, встречается очень редко. В общем, Эрик выздоровел и стал главным сценаристом культовой Portal 2, которая имела большой успех. Но это видео о Steam, давайте вернемся. У такой большой платформы, как Steam с миллионом пользователей, наверное, есть проблемы с поддержкой, подумайте вы. Ведь сотрудников, наверное, мало и обслуживание из-за этого плохое. Ну, всего у Valve от 300 до 500 сотрудников, и примерно 70 из них работают в физическом офисе. Но, к слову, у большинства людей, которых я знаю лично, только положительный опыт в общении с поддержкой Steam, в том числе и у меня, когда я недавно столкнулся с очередной проблемой. Возврат денег делается на изи, на жалобы реагируют серьезно, хоть иногда и приходится подождать. В общем, сейчас Steam это лучший и незаменимый интернет-магазин с игрухами, который только возможен. И если Valve сохранят принципы своей компании после тьфу-тьфу смерти Гейба, то он продолжит оставаться таким и дальше. И простоит еще веками. Но под конец хочу рассказать вам забавную историю. У меня заняло 21 год, чтобы понять рофл в названии Steam и Valve. Оказывается, когда Steam вышел, заголовки тогда были такими: Valve Release Steam, что можно перевести как «Клапан выпустил пар». Ну все, давай.